Песня «Все на футбол. Все на матч» стала неофициальным гимном чемпионата мира по футболу 2018 на Матч ТВ. По заказу телеканала композицию в компании друзей записала группа Ума-2 Арман. «Все на футбол». «Все на матч» полностью отражает атмосферу праздничного настроения, с которым мы все ждем чемпионата мира. Композиция получилась искренней, позитивной, без фальши и ложного пафоса. На трек моментально было снято веселое и полуимпровизированное видео с участием звезд российского рока, эстрады и кино: Евгения Маргулиса, Алексея Кортнева, Валерия Сюткина, Лигалайз, Дмитрия Дюжева, Найка Борзова и Гоши Куценко. Все они выступили в амплуа рядовых болельщиков, компанию которым составили комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев, Нобеля Рустамян, Дмитрий Шнякин и постоянный эксперт телеканала, экс-нападающий сборной России Александр Мостовой. Песня будет звучать в эфире канала на протяжении всего чемпионата мира, а также на популярных радиостанциях. Почти все видео, за исключением вторых-третьих эпизодов, чистая импровизация. Изначально съемки проходили в студии в сопровождении многочисленных болельщиков из разных стран, которые воссоздали атмосферу предстоящего праздника большого футбола. Одному из участников съемок пришла идея перебраться в обычный двор и устроить футбольный матч. На ворота встал Евгений Маргулис, а пробить заслуженного артиста в отчаянных попытках пытался Алексей Кортнев, Валерий Сюткин и другие. И все это под комментарии Георгия Черданцева. Так вышло, что мои друзья-негодяи пинали мяч, а меня, ввиду старости и бесполезности, поставили вратарем, улыбаясь, рассказывает Евгений Маргулис. У нас подобралась лихая компания. Они пытались пробить меня. Били мягко, я все ловил. Но Валера Сюткин, так как ему надо было покрасоваться, ударил не туда, куда я думал, и я сломал палец. Когда мне было 13 лет, у нас была команда районная. Мы там играли с Ирой Родниной. И когда однажды Ира, промахнувшись, вместо мяча шарахнула мне между ног, я понял, что с футболом надо завязывать. Я не играл в футбол лет 50, пока не снялся в этом видео для канала Матч ТВ. Но и тут тоже пострадал. Сломанный палец не расстроил Маргулиса. Так как пострадал именно мизинец, который музыкант использует редко, концерт в Уфе на следующий день прошел без проблем. Я прокомментировал более 1000 матчей и думал, что видел все. Но комментировать, как Кортнев бьет поворотом Маргулиса, или Сюткин исполняет финт Зидана, это, конечно, навсегда останется особым пунктом в моей карьере. Мы классно провели время. Это был настоящий рок-н-ролл. Минус, признался комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев. Матч ТВ собрал друзей,
чтобы отбросить суету концертных и съемочных будней, встретиться дружной, лихой компанией и встряхнуться. А заодно вспомнить себя ребенком, играющим в дворовой футбольной коробке. Песня «Все на футбол» прекрасно отражает атмосферу, царящую на съемочной площадке. С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. Благодаря телеканалу Матч ТВ у нас появилась уникальная возможность записать неофициальный гимн чемпионата мира для всех зрителей. Поэтому мы решили сделать песню в поддержку этого большого спортивного праздника и самого футбола, конечно. Предлагаем болеть всем вместе. Так, как это сделали мы вместе со всеми звездами в клипе. Вместе с комментаторами канала Матч ТВ нам удалось через видео передать то настроение, которое было заложено в самой песне. «Все на футбол», рассказали участники группы Умадварман. Отличная идея, которая по ходу превратилась в какое-то феерическое, доброе безумие. Минус отметил Александр Мостовой. Футболисты команды мечты. Мне кажется, эта команда вполне могла бы выйти из группы на чемпионате мира. Но перед нами не стояла задача показать высокий футбольный класс, а со всеми другими задачами мы справились на отлично. Надеюсь, что в клипе будет присутствовать та же атмосфера веселья и праздника, которая царила на съемочной площадке во время нашей игры.